Всем привет! Это канал Мечтательница у моря. Меня зовут Саша, и я рассказываю о своей жизни в Новороссийске и не только. Добро пожаловать! Хотела просто заснять, какое небо красивое. Потрясающие облака. Ветерочек дует. Море шелестит. А прямо по курсу мы видим Кабардинку. Подсниму немножко кусочек завтрака. Я не уверена, что это я все съем. Я сделала типа такого боула, порезала туда огурец, помидорку, редиску, яйцо, крабовые палочки и зелени. Сейчас все это смешаю и, наверное, залью айраном. Типа получится такая вот вариация крошки на завтрак. Как вам? Как вам такое? И вот такая история, короче. Приходишь домой, время 21:23, а холодной воды уже просто нет. Есть горячая, холодной нет. Это весь Новороссийск. Но об этом я подробнее расскажу завтра. И расскажу, почему здесь нет воды, почему здесь вообще есть проблемы с водой. Конечно, не во всех домах. Ну, ладно, послушайте меня. И все узнаете. Ну и конечно, я расскажу, что у меня всегда есть ведро с водичкой, водичка в бутылочке и еще 2 запасных таких же бутылки с водой стоят в другом помещении. Короче, на всякий пожарный. А он здесь случается достаточно часто, особенно летом. Эта машина орет уже, наверное, минут 15. Не знаю, что там произошло в ней. Но это напрягает немножко. Впервые приготовила это вот в аэрогриле. Запекла камамбер с томатами, с багетом. И вот чеснок вставила в него. Не знаю, что это получится. Будет ли это вкусно? Ну, наверняка будет вкусно. Камамбер в любом виде хорош. Потом расскажу. Вообще не пуганые. Не боятся ничего. Небольшой островочек прохлады. Тут еще у нас ветерок, и этим Новороссийск выгодно отличается от того же, например, Краснодара, где просто духота. А у нас вот так вот. В тени, кстати, очень комфортно. Я сейчас найду правильное место.
возьму кофе и посижу немножко. Ну, очень красиво, очень. Соренто так и не открылся. Как и в целом вот этот новый торговый центр. Уже который год ждем его открытия. Ну, уже, казалось бы, почти все. Там я видела, что в этих ресторанах это Новикова проект, и тут Соренто, а там что-то еще другое. Тоже его. Там даже уже все готово, можно сказать. Все оборудование стоит. Но нет. По-прежнему пусто и не работает ничего. Ну, а это центральный пляж. Вот как-то так. Самый центр, рядом со всеми ресторанами, кафешками, столовками и центральным парком Фрунзе. Ну, людей не очень много, еще вода все-таки холодная, это заметно. Но купаются и загорают. Хочу просыпаться, где пахнет солью, где окна в рассвет, а не в этаже. Кружка кофе, старый плед на стуле и пара шагов до кромки воды. Тут меньше людей, чем забытых писем. В папке черновик у меня внутри. Я строю из ракушек маленький город, пока ожидание режет по груди. Жить у моря, просто жить у моря, где мой тихий берег, где мой дом, все мечты разбросанные в песке. Я по одной соберу, не спеша, босиком. Жить у моря, просто жить у моря, где не нужно прятать пусто. На улице жара, солнечно и выходной. Я гуляю. Просто гуляю. Без какой-либо цели. Иногда так тоже нужно. Чуть дальше, чем линии телефонов. Пусть слухи о мне идут по прибою, а не по лентам, забитым именами. Тут можно не ждать, что кто-то напишет. Тут можно молчать, и это ответ. Я шепчу на ветер чужие истории, чтоб место осталось для новых примет. Жить у моря, просто жить у моря, где мой тихий берег, где мой дом, все мечты разбросанные в песке. Я по одной соберу, не спеша, босиком. Жить у моря, просто жить у моря, где не нужно прятать пустоту. Пусть меня качает одиночество, как волну, возвращая к тебе и к себе саму.
А что с водой, спросите вы? А с водой у нас простая история. Ее периодически нет. И речь тут не просто про плановое отключение, речь тут про системную какую-то фигню, которая творится в Новороссийске. Вот, все об этом прекрасно знают. И суть ее такова, что город питается от одного водохранилища, не от двух на самом деле, но большая часть города питается от одного водохранилища. И Троицкий групповой водопровод это все питание осуществляет. Но постоянно, почему-то летом, там происходят какие-то аварии. То воды стало в водохранилище меньше, поэтому городу не хватает, то наоборот что-то там подтопило, вот как в последние разы, поэтому городу не хватает. Поэтому нужно останавливать все и подавать воду по расписанию. И те люди, даже у кого дома с баками, накопителями, а такие дома у нас строятся в Новороссийске все последние годы, они тоже сталкиваются с отключением, потому что бака перестает хватать. Ну, то есть его хватает на какое-то время, но потом уже не хватает. И у меня, по идее, дом с накопителем, с баком, но у меня вода летом это что-то рандомное. Она может быть весь день, холодная вода, я имею в виду, а может ее не быть. Ну, то есть она будет утром, и потом она будет только вечером. Ночью ее стабильно не бывает, как правило. Ну, то есть если я где-то засиделась с друзьями и прихожу домой в 11:30, то водички уже нет. Поэтому в наличии всегда салфетки и запасная вода. Вот. Но старым домам еще хуже, потому что у них вода по расписанию вообще круглый год. То есть накопителей у них нет, и они просто живут вот по этому расписанию. Либо ставят себе маленькие баки в квартиру, там нагреватели и так далее. Вот, кстати, для тех, кто собирается отдыхать в Новороссийске и будет снимать жилье, квартиру, гостиницу, гостевой дом и так далее, обязательно уточняйте, есть ли водонагреватель. Но, как правило, владельцы пишут, что вода круглосуточная, например, или там есть водонагреватель. Это вас спасет от вот этих вот всех проблем. Но просто у меня была история, когда я еще приезжала туристом, мы заселились в квартиру, она была с классным видом, на верхнем этаже, прямо рядом с пляжем, но с водой там была просто какая-то беда, потому что это, во-первых, верхний этаж, и даже когда воду давали, она там шла каким-то микронапором, а владельцы вообще не позаботились о том, что нужно сделать какой-то накопитель, чтобы вода хоть какая-то была. Вот. Но это были самые первые приезды в Новорос. Незнание было какое-то и так далее. Вот, теперь-то мы немножко продуманы. У меня вот накопителя нет, и летом я страдаю. А скоро буду страдать еще больше, потому что отключат горячую воду. И придется потерпеть 2 недели, помучиться в состоянии с чуть-чуть водой и совсем без воды. Короче, всем пока-пока.